Окраина штата Монтана — это место, где время словно застревает в трещинах скал, а воздух пахнет хвоей, остывающим камнем и первозданной свободой. Здесь, на склонах, где вершины гор подпирают тяжелое свинцовое небо, стоял старый дом Гарольда Митчелла. Это был человек, чье лицо напоминало ландшафт этой местности, иссеченное морщинами каньонами с глазами цвета предрассветного тумана. Гарольд жил один уже более 10 лет после смерти своей жены Элен. Его единственными спутниками были старый пес по кличке Буран и бесконечный шум ветра в кронах вековых сосен. Его ферма не была фермой в привычном понимании, это был скорее кусок дикой земли, который он охранял от наступающей цивилизации. В тот вечер, когда все началось, Гарольд сидел на веранде, подтягивая остывший кофе. Солнце уже коснулось зубчатого хребта, окрашивая долину в цвета запекшейся крови и золота. Именно тогда он заметил ее. На самой границе его пастбища, там, где высокая сухая трава переходила в густой подлесок, сидела рысь. Она не пряталась, но и не проявляла агрессии. Это была взрослая самка, чьи кисточки на ушах едва заметно подергивались на ветру. Она просто смотрела на старика, и в этом взгляде не было страха, только холодное, аналитическое любопытство дикого зверя. Рысь стала приходить каждый день. Она была словно тень, возникающая из ниоткуда в одни и те же часы. Через неделю Гарольд заметил, что она не одна. К ней присоединился крупный самец. Он был массивнее, с мощными лапами и глубоким шрамом через левое плечо. Они не приближались к дому, но их присутствие стало постоянным фоном жизни фермера. Гарольд понимал, его земля, зажатая между двумя национальными парками, стала для них безопасным коридором. Здесь не было капканов, не было охотников, только молчаливый старик, который уважал их право на уединение. Он перестал выходить на ту часть поля, которую облюбовали хищники, добровольно отдавая им территорию. К середине весны, когда снег окончательно сошел с долин, оставив после себя лишь хрустальные ручьи, самка исчезла на несколько недель. Гарольд ловил себя на странном беспокойстве. Он привык к мысли, что он не один. А потом она вернулась, исхудавшая, но с какой-то особенной торжественной осторожностью в движениях. Вскоре из высокой травы показались они, 3 крошечных пушистых комочка, неуклюже перекатывающихся через поваленные ветки. Сердце старика, которое он считал давно зачерствевшим, предательски дрогнуло. Наблюдая в бинокль за играми рысят, Гарольд впервые за долгие годы чувствовал себя частью чего-то великого и живого. Дикая природа живет по законам, которые не знают жалости. Самый главный из них гласит: выживает сильнейший. Человек, решивший жить в горах, обязан принять это правило, иначе природа сломает его. Гарольд знал это лучше других. Он видел, как волки задирают оленей, видел, как холодные зимы забирают слабых птиц. Но однажды утром, совершая обход территории, он не услышал привычной возни в малиннике. Вместо этого у корней старого разбитого молнией дуба он услышал звук. Это не был рык или шипение. Это был слабый, тонкий, почти человеческий писк. Гарольд подошел ближе. Там, в тени, лежал 4-й котенок. Он был гораздо меньше своих собратьев, которых старик видел раньше.
Шерсть его свалялась, бока тяжело вздымались, а глаза были плотно закрыты. Мать-рысь была неподалеку, он чувствовал ее взгляд кожей, но она не подходила к малышу. Она уже сделала свой выбор. В мире хищников тратить ресурсы на безнадежного детеныша значит поставить под угрозу остальных. Старик стоял над ним, сжимая в руках палку. В голове стучала мысль: «Не вмешивайся. Это закон. Это естественный отбор». Он развернулся, чтобы уйти. Сделал 10 шагов, 20. А потом писк повторился, едва слышный вздох умирающего существа. Гарольд выругался. Он нарушил клятву, которую дал себе 40 лет назад, когда приехал в эти горы. Он вернулся, снял куртку и аккуратно завернул в нее холодное, почти невесомое тельце. Мать-рысь издала низкое предупреждающее ворчание, но не напала. Возможно, в ее зверином сознании это выглядело как санитарная очистка гнезда. Первые 3 суток Гарольд не спал. Он устроил в доме импровизированный инкубатор, используя грелки и старые шерстяные одеяла Элен. Он знал, что коровье молоко убьет котенка, поэтому развел специальную смесь, которую хранил для экстренных случаев с домашним скотом, добавив туда витамины. Котенок был настолько слаб, что не мог сосать. Гарольд кормил его из пипетки каждые 2 часа, по капле вливая жизнь в крошечное горло. Он массировал ему животик, имитируя вылизывание матери, и шептал: «Давай, малец, если уж я нарушил ради тебя все законы, ты просто обязан выжить. Не делай из меня дурака перед горами». На 4-й день котенок открыл глаза. Они были мутно-голубыми, незрячими, но в них светилось упрямство. К концу недели он начал самостоятельно искать соску бутылочки. Гарольд назвал его Эш — пепел, за сероватый оттенок шерсти, который напоминал золу в камине. По мере того, как Эш креп, дом Гарольда менялся. Тишина сменилась топотом маленьких лап и звуками падающих вещей. Рысенок рос удивительно быстро. Он не был похож на домашнюю кошку. Его движения были более резкими, в нем чувствовалась скрытая пружинная мощь. Но по отношению к Гарольду он проявлял безграничное доверие. Эш спал на груди старика, громко урча, и следовал за ним из комнаты в комнату, словно тень. Прошло 3 месяца. Эш превратился в изящного подростка с мощными лапами и внимательным взглядом. Он больше не нуждался в бутылочке и начал проявлять инстинкты охотника, нападая на веник или засаживая когти в кожаное кресло. Гарольд понимал, наступает момент истины. Он связался со своей старой знакомой, Сарой, биологом из службы охраны дикой природы. «Гарольд, ты же знаешь, что ты сделал?» — серьезно спросила она по телефону. «Ты вырастил хищника, который считает человека своей матерью. В 90% случаев такие животные обречены. Они либо гибнут в лесу, потому что не умеют охотиться, либо возвращаются к людям и получают пулю». «Я научу его», — упрямо ответил Гарольд. «Ты не сможешь научить его быть рысью, Гарольд. Ты человек». Но он пытался. Он начал выводить Эша в вольер, который построил на заднем дворе. Он приносил ему живую добычу, заставляя пробуждать инстинкты. Он имитировал звуки леса, он учил его прятаться. Но самым сложным
было не это. Самым сложным было заставить себя отдалиться. Чтобы Эш выжил, он должен был перестать любить Гарольда. Подготовка к возвращению длилась все лето. Гарольд перестал брать Эша на руки, перестал разговаривать с ним ласковым голосом. Сердце старика обливалось кровью, когда он видел недоумение в глазах рыси, когда тот пытался потереться о его ногу, а Гарольд сухо отталкивал его ногой. «Иди в лес, Эш, там твой дом», — шептал он по ночам, когда никто не слышал. Однажды вечером в конце августа произошло то, на что Гарольд даже не смел надеяться. Он сидел на веранде. Эш был в вольере, дверь которого теперь часто оставалась открытой. Внезапно лес затих. Птицы смолкли, даже ветер, казалось, перестал шелестеть листвой. На край поля вышла рысь, та самая мать. За это время ее котята выросли и стали почти взрослыми особями, готовыми к самостоятельной жизни. Она стояла неподвижно, глядя в сторону дома. Эш внутри вольера замер. Его ноздри затрепетали. Он издал странный звук, высокий вибрирующий зов, который Гарольд никогда раньше не слышал. И мать ответила. Это был глубокий, гортанный рык, в котором слышалось признание родной крови. Гарольд медленно встал и подошел к вольеру. Его рука дрожала, когда он полностью распахнул калитку. «Пора», — сказал он хрипло. «Иди к своим». Эш сделал шаг к выходу. Он посмотрел на Гарольда, потом на рысь у леса. В его глазах боролись два мира. Один — теплый, пахнущий супом и старой кожей, где всегда была еда и безопасность. Другой — холодный, опасный, пахнущий снегом и свободой. Рысенок сделал шаг. Потом еще один. Он шел медленно, припадая к земле. Когда он приблизился к матери, она подошла к нему и начала тщательно обнюхивать. Это был момент высшего напряжения. Примет ли дикая стая того, кто пахнет человеком? Самка лизнула Эша в ухо, короткий, сухой жест принятия. Она развернулась и направилась в чащу. Остальные котята последовали за ней. Эш пошел последним. У самой кромки леса он остановился. Он обернулся и посмотрел на Гарольда. В этом взгляде уже не было домашней покорности. Там была благодарность существа, которому вернули его истинную сущность. Секунда, и лес поглотил их всех. После ухода Эша дом Гарольда стал невыносимо тихим. Буран, старый пес, вскоре скончался от старости, и старик остался совсем один. Соседи из ближайшего городка предлагали ему переехать в дом престарелых. Говорили, что возраст берет свое, но Гарольд лишь качал головой. «У меня здесь дела», — отвечал он. Он знал, что рыси возвращаются на свои территории. Каждый год он находил следы на снегу или на песке у ручья. Иногда он видел их силуэты на гребне холма в лунном свете. Он никогда не пытался их подзывать. Он просто оставлял территорию нетронутой. Прошло 3 года. Зима в тот год была особенно суровой. Снега навалило столько, что Гарольд едва мог выйти из дома. Он чувствовал, как силы покидают его. Однажды ночью, когда метель выла в трубе, ему показалось, что он слышит звук у двери. Царапанье.
Он с трудом поднялся, накинул шаль и открыл тяжелую дубовую дверь. На пороге сидела крупная, величественная рысь. На ее ушах были длинные черные кисточки, а мех был густым и серебристым. Гарольд сразу узнал эти глаза. «Эш?» — выдохнул он. Рысь не вошла внутрь. Она стояла на снегу, а позади нее, в тени веранды, копошились двое маленьких котят. Они были точной копией ее самой в детстве, такие же пушистые и любопытные. Эш подошла ближе. Она сделала то, чего никогда не делает дикое животное. Она коснулась своей мордой колена старика. Это было мимолетное прикосновение, длившееся не дольше секунды, но в нем была заключена вся история их отношений. Она привела своих детей показать человеку, который когда-то спас ее жизнь, что цикл продолжается, что его нарушение закона не было напрасным, что жизнь всегда сильнее правил. Гарольд прожил еще несколько лет. Он стал местной легендой, старик, который говорит с кошками. Но он ни с кем не говорил. Ему это было не нужно. Когда Гарольд ушел из жизни, тихо, во сне, в своем кресле на веранде, его нашли не сразу, но те, кто приехал за ним, заметили странную вещь. Вокруг дома, на свежевыпавшем снегу, было множество следов. Большие и маленькие лапы истоптали все крыльцо. Казалось, целая семья лесных призраков дежурила здесь всю ночь, охраняя покой того, кто когда-то стал для них мостом между миром людей и миром дикой природы. Земля Гарольда по его завещанию перешла в собственность заповедника с одним строгим условием. Здесь никогда не должно быть заборов. И сегодня, если вам посчастливится оказаться в тех краях на закате, вы можете увидеть на границе поля рысь. Она просто сидит и смотрит на старый, пустой дом, словно вспоминая человека, который однажды решил, что милосердие важнее законов природы. История Гарольда и Эш — это не просто рассказ о спасении животного. Это напоминание о том, что мы все связаны невидимыми нитями. Иногда, чтобы спасти себя от одиночества и пустоты, нужно нарушить правила и протянуть руку тому, кто в этом нуждается, даже если этот кто-то смотрит на тебя глазами дикого зверя. Закон дикой природы жесток, но он признает одну силу — силу бескорыстной любви. И спустя годы Эш вернулась не за едой или теплом. Она вернулась, чтобы доказать: память сердца не знает границ видов, и добро, брошенное в землю, обязательно прорастет даже среди холодных камней Монтаны.